Взрыв в Москве. Покушение на силовика пошло не по плану. Смертоносный удар. Ликвидирован лидер крупнейшей группировки. Подписан срочный указ. Путин увеличил армию. Киев ответил Кремлю. Русский больше не защищен в Украине. Зеленский утвердил новый закон. Черный месяц для украинцев. Антирекорд по количеству жертв впервые с начала вторжения. Об этих и других событиях к вечеру субботы 13 июня. Субботний вечер с Нехта – правильный способ завершить день. Главные новости прямо сейчас. С вами Олесь Корниенко. Крым все ближе к статусу острова. Ночью под удар снова попали стратегические переправы, связывающие его с захваченными территориями Херсонской области. Военную тайну опять разболтал местный гауляйтер. Владимир Сальдо сообщил о повреждении железнодорожного моста в районе Чонгара и моста между Геническом и Арбатской стрелкой. После атак движение в сторону пункта пропуска Джанкой было перекрыто, а часть транспорта направили в объезд через Армянск. На этой неделе украинские защитники уже били по мостам и повредили как минимум 5 из них. Ночь, дроны и паника на российском побережье. В Краснодарском крае под удар попал морской терминал в Темрюкском районе. После атаки беспилотников на объекте вспыхнул пожар. Для его тушения пришлось привлечь почти 100 спасателей и более 30 единиц техники. Масштаб повреждений пока не ясен. А вот последствия удара по Нижнекамскому НПЗ, который произошел накануне, зацепили всю сеть заправок Татнефть. Об этом пишет мониторинговый канал Супернова Плюс. А дизеля вообще нету? Нет, даже не стоять? Сегодня бесполезно. Лимиты на топливо ввели в Казани, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и даже в Москве. Кое-где заправляют уже не 20, а только 10 литров. У меня, как всегда, бензин на нуле. И у меня просто паника. Что происходит вообще? Пока одни делают вид, что упали с Луны и не знают, что происходит, другие уже без экономических экспертов дают прогноз на будущее. Я прекрасно понимаю, что когда начинается дефицит на рынке, то начинают поднимать цены. Хотя мы на этом бензине и живем, извините меня, честно говоря, да? Вот, у нас воспользуются этой ситуацией, и бензин нам сделают по 100 рублей. Готовьтесь морально к этому. Новый взрыв в Москве, на этот раз в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука. По данным российских телеграм-каналов, взрыв прогремел после доставки посылки курьером. Волна была такой силы, что выбила окна и двери, но сам хозяин не пострадал, его спасла бронированная дверь. Пинчук участвовал в аннексии Крыма, возглавлял Министерство госбезопасности ДНР, а после начала полномасштабной войны командовал подразделениями воевавшими на территории Украины. Примечательно, что это уже третий подобный инцидент за неделю. Ранее в Подмосковье был убит генерал Дамир Давыдов, отвечавший в российском Минобороны за поставки снарядов на фронт. А в самой Москве сообщали о попытке подрыва автомобиля возле одного из объектов Ростеха. Только накануне США, Иран и посредники говорили, мирная сделка почти готова, а Трамп отменил очень сильные удары по режиму. Но сразу после этих шагов наступила резкая эскалация. Иранские беспилотники атаковали гражданские суда в Ормузе. Американские военные утверждают, что все дроны были уничтожены, а движение коммерческих кораблей через пролив продолжается в штатном режиме. В Тегеране, в свою очередь, заявляют, что суда, связанные с США, Израилем и их союзниками, не смогут свободно ходить через Ормузский пролив до достижения предварительного мирного соглашения. Тем временем стало известно, что США были в шаге от начала сухопутной операции в Иране. По данным CNN, план предполагал отправку американских военных непосредственно на ядерные объекты Исламской Республики. Однако после закрытых брифингов Трамп отказался давать окончательное разрешение. Главной причиной стали опасения больших потерь и риск втянуть США в затяжной конфликт.
Удара орешником, об опасности которого предупреждали накануне, пока не последовало. Зато захватчики попытались стереть с лица земли один из населенных пунктов Украины более привычным оружием. Российские войска сбросили на поселок Васильковка в Днепропетровской области сразу 12 управляемых авиабомб. По данным областных властей, основной удар пришелся по территории рынка. И это в субботу утром, то есть в то время, когда в этом месте находится самое большое число покупателей и продавцов. Пострадали как минимум 9 человек, 6 госпитализированы, один мужчина находится в тяжелом состоянии. После атаки вспыхнул пожар, повреждены магазины, торговые павильоны и жилой дом. Май стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины за последние 4 года. Такой вывод содержится в новом отчете мониторинговой миссии ООН. По данным организации, за месяц погибли как минимум 274 гражданских, еще более 1700 получили ранения. Таким образом, общее число жертв среди мирного населения превысило 2000 человек. Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны. В ООН связывают рост потерь с усилением российских ударов по городам. Русский язык официально теряет особый статус в украинском законодательстве. Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский из перечня языков, защищаемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков в Украине. В списке остались, например, крымско-татарский, польский, венгерский, румынский, немецкий и другие языки национальных меньшинств. Русский язык на сегодняшний день в Украине вследствие своего господства на протяжении нескольких веков остается самым распространенным языком национальных меньшинств. Нет оснований считать русский язык находящимся под угрозой. Объем реального использования русского языка в Украине по многим показателям равен или превышает объемы использования государственного языка, что может привести к вытеснению украинского языка на функциональную периферию. Еще один аргумент добавил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин. Ну что, ждем воя кремлевских пропагандистов о русофобии. Российская армия продолжает расти. Владимир Путин уже в 5-й раз с начала полномасштабного вторжения увеличил ее официальную численность. Согласно новому указу, штат вооруженных сил РФ теперь составляет 2 399 130 человек. В этот раз увеличение составило всего 8 тысяч, но для сравнения, до начала так называемой СВО официально в ВС РФ числилось на 500 000 человек меньше. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. Каждое новое увеличение означает дополнительные расходы на содержание армии и еще большую милитаризацию страны. Правительству, которое уже несколько месяцев пытается заделать дыру в бюджете, уже поручено выделить Минобороны необходимые средства. Highly likely. Вот все, что вы сказали, это highly likely. А вот США уверенно сворачивают военное присутствие в Европе. По данным The New York Times, число американских истребителей на Старом континенте может сократиться на треть или примерно со 150 до 100 бортов. Также планируется уменьшить количество самолетов-разведчиков, вывести часть бомбардировщиков, все самолеты-заправщики и даже перебросить авианосец с кораблями сопровождения в другие регионы. Официально в Пентагоне цифры не подтверждают, однако европейские чиновники уже предупреждают, такие шаги могут ограничить возможности НАТО по разведке и нанесению ударов на больших расстояниях. Главная причина – смена приоритетов в США. Вашингтон все больше концентрируется на Азии и потенциальном противостоянии с Китаем, а значит, Европе все больше придется рассчитывать на собственные силы. И не воспримет ли один известный геополитик вот это все как приглашение к нападению? Правда, у российской авиации свои проблемы. Топливный кризис добрался и до нее. Речь пока о гражданской ее части. В нескольких крупных аэропортах страны начали ограничивать заправку авиалайнеров из-за дефицита авиакеросина. Под ограничения попали аэропорты Махачкалы, Минеральных вод, Астрахани, Краснодара и Нижнего Новгорода. Теперь самолетам выдают лишь минимальный объем топлива, необходимый для конкретного рейса. При этом цены на авиакеросин взлетели до
до рекордных значений, а биржевые торги этим топливом фактически остановились. Проблемы связывают с серией ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. На этом фоне власти уже были вынуждены запретить экспорт авиакеросина, чтобы удержать топливо внутри страны. Но, судя по всему, даже этих мер начинает не хватать. Ликвидирован лидер одной из крупнейших банд Латинской Америки. Военные США в координации с силовиками Венесуэлы уничтожили Ниньо Герреро, главаря преступной группировки Tren de Aragua. Отмашку дал лично Дональд Трамп. Террористы Tren de Aragua больше не имеют убежища в Венесуэле или где-либо еще. И под моим руководством мы найдем этих жестоких убийц и наркобаронов в любое время и в любом месте. И отправим их в глубины ада, где им и место. Банда Tren de Aragua появилась в Венесуэле 1,5 десятка лет назад. Она запустила щупальца в целый ряд стран региона: Перу, Чили, Колумбию, Бразилию, Эквадор, Боливию и Коста-Рику. По данным Министерства безопасности США, филиалы группировки действуют и в 16 штатах Северной Америки. Выиграл не только Илон Маск. Космическое IPO превратило его в первого на планете триллионера, но и тысячи его сотрудников стали долларовыми миллионерами буквально за один день. После выхода SpaceX на биржу состояние ее работников взлетело вместе с акциями компании. По данным The New York Times, такое счастье привалило 4000 сотрудникам Маска, а около 400 человек получили пакеты акций стоимостью свыше $100 миллионов. Впрочем, повезло не всем. Некоторые сотрудники раньше не верили, что компания Илона Маска когда-нибудь выйдет на биржу, и продали свои акции задолго до IPO. Теперь, как отмечает издание, многие из них об этом серьезно жалеют. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.